Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за лайки, отзывы, комментарии. Спасибо вам. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте. Благодарю. Маленькое объявление хотела сделать. Девочки, судя по количеству просмотров, отзывов, вам очень понравился расклад, кому вы нравитесь и почему за 11 сентября. Я планирую на днях повторить этот расклад на эту же тему. И надеюсь, он также найдет отклик в ваших сердцах. Спасибо за внимание. Итак, тема сегодняшнего расклада. Кто следит за вами и с какой целью? Собственно, человек за вами следит. Мало ли, что там у него в башке творится. Все люди разные, да? Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, красотка. Муза. Яркая, вдохновляющая. Райская птица. Харизма, энергетика, наполненность, талантливая очень. Для такой девочки будет не обязательно крахом, но ей очень будет дискомфортно, если запереть в 4 стенах. Вам важна социализация, вам важно где-то выходить в свет, выгуливать свое платьюшко, босоножечки, как-то так вот, девочки, радоваться жизни, яркой жизни. Вот это все вам. Вы сами как будто вот транслируете эту яркую жизнь. Многие с вас берут пример, как-то подмечают, может быть, какую-то манеру общения, может быть, подачу себя. Вот что-то такое. Тут даже девочки с вас пример берут. Ну, для мужчин вы, понятно, лакомый кусочек. Так, какая вы? Ух ты, что это? Что это тут за карты такие чудные? Девочка, для которой очень важна защита, внимание, поддержка, нежность. Почему-то так вот, как будто бы женщина в нежности в это именно нуждается. Как-то показано, ну вот такая карта, она характеризует отношения, которые зарождаются где-то в 14-15 лет. Там, где мужчина даже лишний раз боится там дотронуться. Тут не мужчина, тут молодой парень, да, можно сказать. Мне почему-то вот показывает вас женщина, которая может испытывать целую гамму этих эмоций, вот какие-то нюансы такие подмечать. Это я уже логически довожу. Вероятно, психолог хороший вы. Вероятно, отлично считываете, да, эмоции, проявления людей. Можете подмечаете вот это вот все как-то так. При этом странные такие какие-то карты, говорящие о том, что вам бы хотелось сейчас вот такой какой-то чистой, нежной любви, каких-то взаимоотношений таких, знаете, где все прозрачно, ясно, где, может быть, даже не обязательно это будет прям страсть какая-то поглощающая, да, скорее всего, вы в свое время пострадали тут от какой-то зависимости. Это карта зависимость, это вот та самая любовь. Тут не любовь, тут страсть, которая испепеляет, которая вначале вызывает эйфорию, это уже зависимость, а потом ты можешь даже ненавидеть объект своего воздыхания, если можно так сказать. Тут четко показано, что в прошлом были какие-то взаимоотношения, когда говорят, да, от любви до ненависти один шаг. Может быть, надежды вы возлагали на мужчину одни. Я не снимаю ответственности с вас. Может быть, тут тоже вы отчасти в чем-то были неправы. Как минимум в выборе партнера, да? Ладно, шучу. Почему тут показано, что отношения какие-то, они вас как разрушали. Где-то, может быть, вы потом злились и на партнера, и на себя, на эту влюбленность, на эту тут зависимость. Эта карта, она так и считается, зависимость. На ней изображен мужчина, подтекст такой, что мужчина сам по себе
Может быть, адреналинозависимый, может быть, мужчина, для которого очень важны вот эти эмоциональные качели, какая-то нестабильность, может, для него это норма пребывать в каких-то отношениях, там, мутных, непонятных, треугольниках каких-то, может быть, не свободен, вы не свободны. Но тут ваша как будто бы влюбленность в него, я же говорю, точно как больная любовь какая-то, любовь, которая разрушает. У кого-то прямая взаимосвязь, вы старались выйти из этих отношений, искали пути выхода, пытались улучшить эту ситуацию. У кого-то пошли в эзотерику, у кого-то в психологии начали увлекаться, тоже вот тут это прослеживается. А вас показывают при вашей внешности умение себя так преподнести, умение сфокусировать этот взгляд на себе, удерживать этот фокус внимания на себе. На самом деле женщина, для которой так важна вот эта нежность, какие-то такие трепетные чувства, вы это все цените, вы это можете оценить, для вас это очень важно. Тут женщина, для которой важно внимание, забота. Вот тут мне так кажется, очень важно. Тут отчасти вы сами по себе тут подарком выходите, ведь это такой огромный подарочек. Но мне кажется, женщина, вы знаете, какого отношения к себе вы бы хотели, какая-то планочка у вас есть, критерии какие-то есть. То есть это не то, что там вы рады любому проявлению со стороны мужчины, да, там какой-то идиотский, похабный, я уже не знаю, там, анекдот такой, какой-то комплимент, который вообще потом, не знаешь, то ли это комплимент, то ли это оскорбление. Нет, вы, мне кажется, прекрасно осознаете, что мужчина на вас обращает внимание, что вы пользуетесь вниманием, да, привлекаете внимание. Я тоже не знаю, как это правильно сказать. Но вы, то есть восхищенные взгляды мужчин вы считываете. Для вас это нормально, вот чувствовать себя там красивой, желанной, но при всем при этом для вас какие-то такие нюансы, вот эти вот важны. Не просто, чтобы был мужчина рядом, нет, не просто, чтобы он там, не знаю, для многих материалка, там вот мужчина зарабатывает, приносит денежку, и этого достаточно. Многим женщинам этого хватает. А тут нет, тут как-то у вас такие какие-то, ну, это даже не то, что требования, а какие-то пожелания. Для того, чтобы мужчина там элементарно, пусть это будут небольшие какие-то подарки, презенты, но как-то хоть в мелочах, но чтобы он показывал свою заботу, внимание, обожание. Вот тут такой как будто бы запрос на это есть у женщины. Ой, ну похоже, это всего как бы запрос есть, а реализации нет, воплощения этого всего нет. Сейчас я спрошу. Прям так, если бы это было, знаете, ну, в общем, если бы это было менее болезненно, это было бы даже как-то, можно сказать, с юмором. Да что ж такое, да, чем я не такая? Тут все на месте, все прекрасно. Красивая, талантливая, яркая. Вот правда, ну, конфета, не женщина, конфета, может быть, по энергетике женщина-праздник. Скорее всего, такой типаж, вы, скорее всего, даже вот не показываете свою вот эту вот какую-то незащищенность, свою как детскость где-то. Тут детскость не в плане с минусом, а в плане того, что вот вы можете это все ощущать, считывать, открытая где-то такая вот. Ну, а внешне, может быть, впечатление создается женщины, которая, ну, знаете, слишком в себе даже уверена, какая-то такая. Мне кажется, очень многие мужчины, они видят вот эту вот оберточку красивую, а особо даже потом не интересуются, что у вас там внутри. И уж тем более нет желания узнать о ваших каких-то запросах. Почему-то мне так идет, девочки. Ну, у кого-то, знаете, вот, как, если можно сказать, ведутся на какую-то вот привлекательность, сексуальность. Ну, а дальше как будто бы, почему-то у меня тут история такая, как будто бы, может, вы привлекаете не совсем тех мужчин, которые могут вам дать вот эту вот нежность и поддержку, и внимание, и заботу. Скорее всего, таких, знаете, мужчин, которые больше берут, больше где-то вот самоутверждаются за ваш счет. Как-то так мне идет.
Так, о чем тут эта ярость? Это вы в таких? Нет, это... Чем это? Вы не... Это карта ярость, злость, ярость. Тут я уточнила. Это вы нет. Вы по справедливости. Вы как будто бы... Вы можете быть где-то, может быть, ну как, адекватно давать такой же отпор, да, тому, кто в отношении вас так проявляется. Ну, в принципе, вас называют справедливой. То есть нет, вы не переходите какие-то рамки, границы. Скорее всего, это со стороны мужчины вы видели вот какие-то проявления, может быть, опять-таки, не очень красивые какие-то поступки, не очень сдержанное поведение, какое-то агрессивное, может быть, мужчину как несет, да. Жадность в том плане буду считывать. У кого-то элементарно мужчина может быть, ну, знаете, такой прижимистый, мягко говоря. У кого-то жадность тут может проиграться. В каком плане вы ожидаете от мужчины одних эмоций, да, вот, допустим, позитивных каких-то там, ласки, нежности, опять тоже, а видите совершенно иные какие-то проявления, может быть, проявления этой же агрессии, какие-то вспышки гнева, какие-то придирки, да, может быть, претензии, вот тут что-то такое, может быть. А у кого-то это еще связано с, опять-таки, карта жадность, семья, марионетка. Опять-таки, может быть, если мужчина не свободен, вы озвучиваете там или намекаете, ну, или это в прошлом могло быть вообще, в принципе, на то, что какой формат хотите вы, и вас что-то не устраивает. Но вместо этого какого-то там диалога, вместо какой-то нормальной человеческой там, да, дискуссии, то есть он может, этот человек как-то неадекватно себя вести, может быть, давать понять, что карта жадности, семья, там, если материально у него там стабильность какая-то в этой семье, там, может быть, общий бизнес, общая недвижимость, там, с супругой, то тут то же самое, могут быть какие-то такие вспышки гнева, и кто может говорить, там, я тебе ничего не обещал, или там, ты же знаешь, там, для меня это важно. Ну, в общем, как-то так очень некрасиво человек себя ведет. Цель этого всего, марионетка, вами манипулировать, как-то, может быть, сознательно, даже на корню прекращать любые разговоры, в какой-то форме такой проявляться, в какой-то форме так как-то этот диалог вести, даже, вернее, сделать все для того, чтобы этот диалог не получился. Понимаете, как будто бы может быть такая ситуация какая-то. Вообще, как будто бы человеком трудно о чем-либо говорить, договориться. Скорее всего, это какая-то манипуляция. Человек, он, мужчина, преследует свои цели, закрывает свои какие-то потребности, а на ваши потребности, по большому счету, плевать. Ну, нет как будто цели прислушаться к вам или уж точно пойти у вас там, не то что на поводу у вас пойти, как будто бы, я же говорю, как будто бы ваши проблемы это ваши проблемы, ваши потребности это ваши потребности. Что-то тут мне такое выходит, девочки. Ну, как-то обесценивание идет вас. Ну, отчасти вы тут как противостоите этому, но где-то, может быть, кто-то как время от времени, как какие-то откаты, да, думаете, да может еще получится как-то по-хорошему, по-доброму, по-мирному с этим человеком прийти к какому-то консенсусу. Я вижу, что не получается. Потому что у человека нет, у мужчины или не было, или нет этой цели, повторюсь, такие сделать, не то, что там сделать вам приятно, а у человека нет цели закрыть ваши потребности, истинные ваши. Человек больше о себе думает. Может, в моменте там, может, какую-то лапшу на уши может вешать, но хотя бы для того, чтобы вы не переходили в наступление, да, в атаку какую-то. Так, давайте смотрим. Почему-то вот сегодня такой расклад, почему-то такая сигнификация у вас вышла. Кто следит за вами и с какой целью? Кто следит за вами? С какой целью? Кто следит за вами? 4 карты. С какой целью этот человек следит за вами?
Кто следит за вами? С какой целью этот человек следит за вами? Кто следит за вами? С какой целью человек следит за вами? Кто следит за вами? И с какой целью следит? Ой, давайте эротическую еще возьмем колоду. Кто следит за вами? И с какой целью человек следит за вами? Может, это соседка там, по площадке какой-то лестничной. Следит за вами, думает, ага, кто к ней приходит, кто к ней уходит. Или, может быть, думает, она не убирает на лестничной площадке, только я убираю. Ладно, какие-то у меня мысли такие. Ладно, давайте смотрим, кто следит за вами. Вау. А что это такое? Сейчас я уточню. Первая карта вышла ваша. Так, кто следит за вами? Так, уточним, это мужчина или женщина? Кто же за вами следит? Это мужчина или женщина? Кто за вами следит? Это мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Да что ж такое? Вышла второй раз тройка воздуха, разбитое сердце, разбитые мечты. Луна вышла тоже. Дублируются карты. Но не показывают. Ну, мне похоже на мужчину все-таки. Но сейчас я уточню. С другой колоды возьму, пожалуй. Так, кто следит за вами? Мужчина? Это мужчина или женщина? Дьявол. Все понятно. Кто следит за вами? Мужчина или женщина? Не хочет, прячется. Мужчина или женщина? Тоже ни о чем. Не хотят. Мужчина или женщина? Ой, боже мой, покажи, пожалуйста. Пожалуйста, покажите, кто следит за девочкой моей. Это мужчина или женщина? Нет, не хотят показывать вообще. Человек вот прячется. Пожалуйста, покажите, это мужчина или женщина? Кто следит за вами? Это мужчина или женщина? Слава Богу, мужчина. Да, показывает мужчина, кстати, умный, очень хитрый, коварный. Такой тут жук, жук. Мужчина прятался. Мужчина очень довольно-таки не глупый, любит, может быть, быструю езду, может быть, несколько транспортных средств. У кого-то машина, у кого-то этот мотоцикл. Ладно. Мужчина, ну, опять-таки, может любить какие-то мужские там, как это сказать, времяпровождение, мужское хобби, там, может, не знаю, у кого-то вот такой какой-то аспект адреналинозависимый, быстрая езда, тут у кого-то оружие, холодное оружие любит. Какой-то такой вот любитель проводить, знаете, с мужской компанией много времени. Вот это вот как бы выделяет он, вот это вот какое-то мужское общение. Такой мужчина, скорее, в приоритете для него это его карьера, его, ну, его какие-то увлечения, опять-таки друзья. Вот почему-то мне так идет. В прошлом у мужчины потеряна любовь, утрачена, как будто бы, ну, можете даже думать, все до конца утрачено. Вполне возможно, это с вами отношения разрушены. Такое впечатление, как будто бы вместо сердца дыра какая-то, и в эту, ну,
как песок, да, вот эти вот, как в песок уходит вот вода, эти эмоции, вот как будто бы остатки этих эмоций, они уходят. Ну, оплакивание какой-то любви, но это уже как-то произошло. Мужчина старается идти в новое, может быть, с нового листа что-то построить, с чистого листа, да, как-то так, плывет с багажом вот этим негатива какого-то, да, негатива, уже печального этого опыта, но вперед плывет, старается, по крайней мере, как будто бы старается эмоционально не вовлекаться, так как держать себя в руках. Ни один типа мускул не дрогнет на его лице. Защищается максимально, закрывается, защищается. По дьяволу мужчина, ну, опять-таки, все эти адреналинозависимые, все эти зависимости сюда по дьяволу привлекательны для противоположного пола. Мужчина, для которого секс имеет огромное значение, опять-таки. Так, почему-то мне так идет, привлекателен такой. Так, может совершать какие-то поступки такие, которые потом даже сам себя корит. Подлость, предательство, где-то по головам может пойти. Хотя при этом тут же, вот так как-то так, знаете, внешне он показывает себя правильным, праведником. Хотя тут и дьявол, девочки. Тут такой, ну тут даже это не лицемерие, тут хотел сказать биполярка. Нет, такое ощущение, как будто бы в социуме у него как маска какая-то, он тебя одним транслирует. На самом деле человек может тут опускаться до каких-то не очень красивых поступков, но тут же, я думаю, он себя и оправдывает. Характер не очень хороший, сразу скажу, такой, знаете, попажу мечей, серый кардинал, где-то может даже какие-то сплетни собирать, распространять, вовремя какое-то такое словцо такое вернуть, остренькое, неприятненькое, где-то даже не особо не следит за своим языком, кстати, может такую гадость какую-то сказать, а потом как будто сам себе говорит, нафига я такое сказал. Идет постоянно какая-то борьба, то ли с самим собой, с другой стороны идет постоянно человек доказывает, что он на своем месте, он заслуженно занимает, допустим, если он какую-то там должность занимает, то ему приходится постоянно вот тут как будто доказывать это почему-то. Любит веселое времяпровождение, провести, опять-таки, веселой какой-то классной компании, может быть, даже с девушками, может быть, как вариант, выпить, погулять. Опять-таки, такой человек какой-то странно как-то. Очень странно. У него сейчас какой-то период в жизни такой, где вот эти вот какие-то гульки, там, где я люблю себя любимого, такой период какой-то разрушается по башне, что-то в его жизни разрушается. Так, повешенный. Почему-то мне хочется так прочитать, что в работе какой-то руки золотые у него на самом деле, у этого человека, и в работе может это такой какой-то монотонный труд. Вот с утра до вечера он, может быть, зарабатывает деньги этим. Ну, не обязательно там руками, но в принципе говорю, что руки золотые. Но вот тут сейчас какой-то, сейчас уточню, что у него тут какие-то разрушения по башне, повешенный. Господи, Иерофант, труд. Девочки, тут такое, как будто бы опять человек маску носит какую-то по Иерофанту, тут учитель-наставник, такой весь праведный, такой вот тут почему-то ему для его работы, ему очень важно вот эту маску держать, не знаю почему. Так, что тут у тебя разрушается, это у тебя разрушается, повешено. Тут, скорее всего, знаете, как будто бы... Вот тут прям ответ. Вот странно мне сочетание было башня и повешенный. Я думаю, чего? О чем это? Тут отчасти хотела прочитать на работу. Может быть, какой-то период в работе такой затишье был. Повешенный, ничего не двигалось, сейчас разрушается. Но тут другое. Тут вообще другой подтекст, девочки. Вполне возможно, у мужчины... Знаете, был какой-то роман в прошлом, картодоступность, тут огонь, страсть. Женщину какую-то вожделел, желал, попробовал подойти к ней, знаете, картобукет, какая-то такая влюбленность, романтизм.
может быть, конфетно-букетный какой-то период такой, ну, знаете, очарование какое-то. Подвлюбился мужчина, потому что карта сердца, может, неожиданно для себя из какой-то тривиальной истории сексуальной, да, огонь, страсть, все переросло намного глубже, все, ну, дальше зашло. Карта воин, показано, человек сам разрушил по башне отношения, влюбленность, сам приложил руку, чтобы это все стало, ну, короче, разрушилось это все, какая-то любовь. Такой человек. Так, еще про него мы смотрим. Вот этот человек за вами следит. Еще на него характеристика. Ой, характеристика этого человека может быть семейный, но в семейной жизни тупик какой-то давным-давно. Может на двух стульях сидеть, может как глаза завязаны. Не понимает, что делать с этим всем. Сомнений очень много. То ли выбор еще, ну, как будто бы семья, но по поводу этой семьи очень много у человека было мечтаний, иллюзий по поводу, может быть, семейной жизни, может, взаимоотношений между мужчиной и женщиной. По факту бессонные ночи, какие-то страхи, ночные кошмары. У человека карта Луна, туман, неопределенность. И в связи это все с болезненным опытом, с разбитым сердцем. Наличие третьего фактора, третьи лица в отношениях. То есть, ну, тут как будто бы мужчина и две женщины, мне такое идет. Или было, или есть. И очень печальный опыт, и по Луне зависимость, больная любовь. И это по ночам может женщина сниться, могут какие-то иллюзии, неоправданные эти надежды. Все вместе. Тут мужчине, честно говоря, вот такие вот эти карты, как эмоциональный фон такой, его как не отпускает, его больная любовь, зависимость какая-то, невозможность построения отношений с кем-то. Ну, что значит невозможно? Значит, человек не считает для себя это возможным, да? Или не считал. Так, вот все-таки я буду считывать, это ваша тогда карта, раз это на мужчину. Тут опять вот ваша карта и карта Луна, и темная полоса. Девочки, тут почему-то вот он связывает с вами. Вот вы такая райская птица, очень красивая, трудно мимо вас было пройти, трудно не обратить внимания. Где-то по Луне залип, где-то он связывает даже появление вас. Тут так странно, как будто бы, вот смотрите, карты защитник, будто бы он транслирует. Может быть, он транслировал, да, что я смогу о тебе позаботиться, этот защитник такой, и вы его таки воспринимали, но он это просто, как сказать, как картинку вам дал, а за этим ничего не последовало, потому что тут карта непроявленная. Смысл сочетания этих карт, что он мог себя позиционировать таким, вот я там такой мужественный, серьезный, вот вы его такими восприняли, а по факту он ничего вам этого не дал. Подтверждение вот этой своей мужественности, ответственности, желания взять эту ответственность нет. И мне такое тут идет, как будто бы у мужчины характеристика, что у него после того, когда он не подтвердил свою состоятельность, назовем это так, у него тут начался темный период, черная полоса в жизни. И он тут напрямую это связывает с вами. Он говорит, тут по Луне залип, подлип, как-то где-то как такой идет между строк, как будто бы не оправдал каких-то надежд ваших. Опять-таки, почему-то мне идет, даже мы на него смотрим. Смотрите, какой-то, может быть, вы ожидали, что у мужчины будет вот тут карта роза, да, такая, тут над ней был хрустальный купол, и написано карта освобождения. Может быть, вы надеялись, что отношения перейдут на другой уровень. Если он не свободен, будет то самое освобождение. Похоже, этого чего не случилось. Похоже, мужчина где-то так и остался. Вот тут непроявленное, вот как будто бы мечты одни, воплощение их таки, ну, не дошло дело до воплощения. Опять-таки идет самобичевание, накручивание. Все-таки это на мужчину мы смотрим, да, тут как этот молоток забивает себя гвозди. Где-то карта зеркала, где-то вы ему подсветили, он посмотрел на себя вашими глазами. Может быть, где-то отзеркалили вы ему то же самое.
Такой как будто бы, опять такой подтекст, как будто бы вы вот эти же надежды на него какие-то возлагали, считали, что, может быть, появление его в вашей жизни изменит вашу жизнь к лучшему отчасти. Но это же две стороны могло так проигрываться. То есть он вполне возможно и на вас смотрел и считал, что появлением вас его жизнь тоже в лучшую сторону изменится. Почему-то мне вот так идет по этим картам, как будто бы для него это было очень трудное решение. И он его, похоже, ну, какое-то он принял решение. Не факт, что это в вашу сторону, совсем не факт. Какая-то ясность пришла. Вот это было длительное время, допустим, он так и не мог это трудное решение принять, ни вашим, ни нашим. Тут карта еще ритуал, у кого-то может быть магическое воздействие, но я не буду это сюда считывать. Скорее всего, мужчина мог, ну, у кого-то пройдет, там прям мог к мастеру обращаться. Ну, вряд ли, девочки, тут, скорее всего, карта ритуал. Ну, я буду это считывать, тут лекарство от всех бед и ритуал. Вполне возможно, что мог мужчина попытаться все разложить по полочкам, даже мог, может быть, к психологу даже сходил. Ну, мне так кажется. Ну, не знаю, почему-то мне все-таки идет как влияние какого-то человека на эту всю ситуацию. В общем, трудное решение, потом он обрел как будто бы ясность, но благодаря этой ясности разбито сердце. То есть выбор сделан человеком. Длительное время было тяжело это все. Выбор сделан, и, по-моему, это выбор не в вашу сторону. Но при всем при этом, еще раз, дублируется, уже второй раз это у него, это на него мы смотрим. Третий фактор, разбитое сердце, мечты, ожидания, иллюзии, разбитые мечты, сердце кровоточит. Сейчас вы мне напишите, чему там кровоточить. Ладно, девочки, ну, тут просто так, чтобы вы тоже понимали. Вы на него произвели неизгладимое впечатление. Но вполне возможно, он оказался совсем не тем. Ну, совсем не тем, да. Ну, что у человека изначально другие были запросы, потребности. Вы друг друга недопоняли. Это я так смягчаю. Так, и все-таки вот этот мужчина, вот с какой целью он следит за вами. Угу. Интересно. Бог ты мой, там сердце разбито, тут говорит, ну это любовь, он говорит, мой, люблю. Тут карта друзья, люблю, принц. Сейчас я все прочитаю. С какой целью? Бог ты, какие карты. С какой целью? Ну вот, все, что тут есть, я так и вам прочту. Так, человек говорит, рядом с ней я себя чувствовал таким, по карте принц, самодостаточным, красавчиком, мужчиной какого-то уверенный. Может быть, он видел в ваших глазах это обожание. У него, как, не буду говорить, нимб над головой, ну, корону ему точно. Вы то ли начищали периодически, но он чувствовал себя таким вот мужчиной. Тут не просто мужчина, это такой, как император, если вот сравнивать, вот принц, император, король, вот таким он себя чувствовал. С какой целью он следит? Говорит, я все равно считаю ее своим другом, близким, родным человеком. Не знаю, почему так. Люблю карту сердца. Не могу это все забыть. С какой целью он следит еще? Он говорит, между нами было какие-то недопонимания. Назовем это так. Может быть, по карте спичка. Может быть, какие-то, скажем так, конфликты, какие-то очень некрасивые ситуации, где-то вспылил, где-то гадости друг другу наговорили. Вот тут карта бедности. Я буду это читать где-то, может быть, мужчина не вкладывался абсолютно. Совсем не факт, что он у вас бедный, совсем не факт. Скорее всего, недостаток ресурсов в плане проявлений в вашу сторону. Временной ресурс, да, времени больше уделял себе, там, своим каким-то мужским радостям, да, без всяких подтекстов, в прямом смысле для него, у него, может быть, на друзей, на карьеру, еще на что-то у него хватало времени, ну, может, так и должно быть, но, тем не менее, это не должно, если у вас запрос, что мужчина должен с вами
какое-то время проводить, уделять вам. Вы должны чувствовать себя необделенной. А тут 100% вот такой вот, как будто бы он понимает, что он вам, допустим, ну, некрасиво, я не хочу это все переводить на какой-то меркантильный такой уровень. Но тут просто изображена вот эта монетка, вот, да, бедность. Это как эмоциональное проявление, бедность эмоциональная даже. Я вот такой подтекст могу сюда внести. Вы надеялись на то, что мужчина где-то будет проявлять внимание, заботу, ласку, там, элементарно будет интересоваться какими-то вашими потребностями. Опять-таки, не хочу все к финансам сводить, потому что мне там кто-то писал, что для вас все так вот как-то, вы все, потому что финансы это неотъемлемая часть нашей жизни. Очень глупо закрывать глаза на что-то. И я прекрасно понимаю, что если мужчина любит, он старается порадовать, он старается, даже каким у него там финансы не были, все равно он как-то будет планировать и какие-то мелочи, даже мелочи порадовать вас. А тут вот почему-то мне так вот показано, девочки, вот почему следит за вами. Потому что он где-то понимает, что он где-то не додал, где-то, может быть, запрос какой-то был ваш, да, вот на одно, получили тут совсем другое, получили какие-то вспышки, не знаю, то ли ярости, то ли каких-то вспышки, тут претензий, гнева какого-то. Человек примирения. Человек хотел бы примириться с вами. Да, потому что он считает вас очень близким, родным, любимым человеком. Опять-таки, с какой целью человек следит за вами. Тут даже под это, чтобы подтекст на Таро может просматривать. Тут карта Таро прям вышла. Может быть, даже когда-то где-то какой-то расклад слушает. Тут сплетни какие-то доходят ему. Сплетни по метле о вас. Кстати, сплетни. Тут карта книга, я уже не знаю, сейчас я спрошу. Тут как будто бы информация интересная о вас какую-то получает. Это о вас. Извините. Тут о вас информация, но тут скорее вот эта информация какая-то, она заставляет его по-другому посмотреть, более мудро как-то, может быть, более философски как-то, по-философски, по-другому, под иным каким-то углом на взаимоотношения ваши с ним. Как будто бы вот оглядываясь назад, он на это смотрит уже по-другому, по-иному. Опять-таки, где-то идет у него, если материалку он выбрал, тут земля карта, то он чувствует себя где-то со связанными руками. Он понимает, что с одной стороны, может, да, у него там стабильность, с другой стороны, как в темнице сидит какое-то ограничение, сам своими руками создал. Процесс очищения, как будто бы жаждет, хотел бы в своей жизни изменить что-то. Но настолько, девочки, это все, это в моменте ему так хочется, этого очищения, в моменте он там все понимает. Но качели, ангел и демон тоже прекрасно понимают, что сейчас за что-то вот, элементарно ему летит бумеранг за что-то, за его какие-то проявления, за какую-то игру его. Поэтому с какой целью следит за вами? Опять-таки, вот тут вот очень много страха у него, очень, вот тут страхи карта вышла, рядом тоже эта карта считается страх. Страх того, что вы уже к себе не подпустите, страх того, что примирение не случится. Это наигранная святость, сейчас я спрошу, это на него. Сейчас спрошу, для того, чтобы быть честными. Так, это вы по этой карте или это он? Это вы? Нет, карта смерти, это не вы. Это он? Тоже нет. А о чем это? Ну, смотрите. Он себя он себя, кстати, не считает человеком, который пытался вам показать себя в одном амплуа, да, вот таким вот, а на самом деле он как будто совсем другой. Он себя лицемером не считает. И это тоже не о вас карта. И тут карта изображена наигранная святость. Тут монахиня в этой одежде, ну, в этой какой-то, не знаю, как это правильно сказать, вообще в одежде монахини, да, а под ней как скрывается сущность какая-то там с клыками. То есть смысл этой карты, вот, что человек совсем не тот, кем он себя показывает, пытается показать эту картинку.
И он следит за вами еще. Почему? Потому что ему кажется, что очень много у него страхов в связи с тем, что, допустим, вы его, как будто бы, даже не его, вы его, извините, заговариваюсь, какая-то история с вами связанная. Вот эта история, ему кажется, что вы на это все смотрите сейчас, вот оглядываясь назад, или как-то опять вот как будто бы вы, отстраняясь от него, вы на всю эту историю смотрите теперь совсем по-другому. Вы не испытываете уже там какой-то привязанности, нежных чувств. Вы стараетесь все, может быть, анализировать, может быть, включать вот этот здравый, здоровый какой-то скептицизм, да, может быть, как-то вот так вот, исключительно руководствуясь сейчас вот разумом, все эмоции контролируете. Тут как будто бы он очень боится того, что сейчас вы пересмотрите свое видение всей этой ситуации. Вот как будто бы те чувства, которые у вас, может быть, раньше были, присутствовали, он сейчас этого уже не чувствует. Ему страшно, что вы перегорели. Ему страшно, что вот страсть была, но в связи с тем, что был какой-то форс-мажор, назовем это так, проявления его какие-то, может быть, наоборот, не проявления. То есть вы на фоне вот этой страсти, там у вас гормоны били, вы испытывали привязанность, может быть, сексуальное влечение к нему, крышу сносило, вы ожидали какого-то подарка, во всех смыслах подарка, да, его как подарка, с его стороны каких-то подарков маленьких, может быть, внимания, знака внимания, а там вот такой злобный клоун, форс-мажор выпрыгнул. И все, и с вашей стороны пошел холод, охлаждение, как будто заморозка этих чувств. Он очень боится того, что вы где-то станете мудрой по карте книга. Может быть, будете увлекаться психологией, будете раскладывать все по полочкам. Разберете все по полочкам, осознаете то, что это был всего лишь как обман, дурман. Это как, знаете, было и прошло. Вот как-то так, перегорите. Ой, как-то так, девочки. По карте смерть тоже, что все меняется, все трансформируется. И вы поменялись, и вы уже поменялись. Вот тут очень много страха с его стороны. Вот поэтому человек следит за вами, пытается как-то так узнать, считать, тут в том числе какие-то сплетни о вас ему доносят, узнавать, как вы, может быть, с кем вы. Вот тут что-то такое. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч!